Притча «Знай себе цену». Однажды к мастеру пришел молодой человек и сказал: «Я пришел к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчемным, что мне не хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа и идиот. Прошу тебя, мастер, помоги мне». Мастер, мельком взглянув на юношу, торопливо ответил: «Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело», и, немного подумав, добавил: «Но если ты согласишься помочь мне в моем деле, то я с удовольствием помогу тебе в твоем». «С удовольствием, мастер», — пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план. «Хорошо», — сказал мастер и снял со своего левого мизинца небольшое кольцо с красивым камнем. «Возьми коня и скачи на рыночную площадь. Мне нужно срочно продать это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять за него побольше и ни в коем случае не соглашайся на цену ниже золотой монеты. Скачи же и возвращайся как можно скорее». Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с интересом разглядывали его товар. Но стоило им услышать о золотой монете, как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались, и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета — это слишком высокая цена за такое кольцо и что за него могут дать разве что медную монету, ну, в крайнем случае, серебряную. Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился, ведь он помнил наказ мастера ни в коем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно удрученный неудачей, он вошел к мастеру. «Мастер, я не смог выполнить твоего поручения», — с грустью сказал он. «В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на одну золотую. А столько это кольцо не стоит». «Ты только что произнес очень важные слова, сынок», — отозвался мастер. «Прежде чем пытаться продать кольцо, неплохо было бы установить его истинную ценность. Ну, а кто может сделать это лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только чтобы он тебе не ответил: не продавай кольцо, а возвращайся ко мне». Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, наконец, обратился к юноше. «Передай мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше 58 золотых монет. Но если он даст мне время, я куплю кольцо за 70, учитывая срочность сделки». 70 монет? Юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад. «Садись сюда», — сказал мастер, выслушав оживленный рассказ молодого человека. «И знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо, драгоценное и неповторимое, и оценить тебя может только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный? Истинная ценность человека не определяется мнением окружающих. Она кроется в его осознании собственной уникальности, достоинства и внутренней силы. Истинная ценность человека велика и бесценна. Она не поддается оценке по поверхностным меркам. Только тот, кто сотворил человека, может понять и оценить его истинную ценность. Это Творец, Бог. Оценить себя истинно можно только через призму этого высшего света, осознавая, что каждый человек — бесценное творение. Когда мы осознаем свою ценность в глазах Творца, мы начинаем жить с большим пониманием и уважением к себе, и наша жизнь наполняется светом и смыслом. Благодарим за просмотр. Будем рады вашим лайкам и теплым комментариям. До новых встреч!